Всем привет, вы на канале Virtus.pro, и сегодня мы будем смотреть ваши хайлайты. Мы уже делали это в прошлом видеоролике, и победил игрок с ником Пожилой Барабан. В этот раз мы будем разыгрывать мерч турнира EWC, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Переходим к видео. Первый игрок Даниил Масаковский, 19 лет, премьер, 19 тысяч, Элла 200. Этого человека я знаю, стаж 2015 с перерывами. 1 в 3. Середина МК есть. Делает разгон, понимаешь, что такое пончик? 1 в 4. Боже мой. Шифт. Первый. Это эйс будет, да? Понимание. Так, ну что я могу сказать? Невероятно. Молодец. Да, сильный хайлайт. Принять решение, разогнался в темке, понимал, что только в пончике. Если Да. бы он шифтил, скорее всего, бы Всю скушали. информацию собрал. Да, получается, это хорошее было решение. Потом взял дуэль с Щелом, который не должен был брать дуэль, это тоже было классно. Но это в пример, там, наверное, так надо. А какие ошибки совершил игрок в этом клатче? Ну, он пару раз с СЛБ зафейлил, но в целом все четко сделал. Сильно ему повезло в клатче. Думаю, что да. Его тип в бок в мейне не убил. Ну да, но это везет сильнейшим, как говорится. Ну да, можно и так. В бок этот чел на стрессе был. Плюс моделька сейчас двигается, там тяжелая Да, была. да, я понял. 3,5. Ну, из-за того, что мой монтажер, пусть будет 4. Ну, 4 давай, ладно. 4,5. Из-за того, что... О, это уже... Ладно, 4. Так, сейчас мы разбираем Макса Ультиматума. Возраст 26 лет, 19 тысяч премьер, стаж. Лет 20 играет уже. Ну, давай. Отсюда. Давайте посмотрим. 20 лет на МРР. Первый. Второй. Не двигается, если честно. Ну, хайлайт такой. Сыграл опорника. Ну да. Хорошо. Ну, вроде бы неплохо. Ну, хедшотов маловато, плюс красные. Хедшотов чуть-чуть маловато, решила. всех по тушечке. Да, все красные. Плюс Первого заходящего в смог. Не знаю, куда он вообще шел. смог был кривой, скорее всего, лайнапа нет заточенного. Повезло чуть ему, что чел вышел. Ну, а так вообще, в принципе, я думаю, как ты сказал, до этого везет сильнейшим. Да. Поэтому он молодец. Ну, плюс это 3 в 5 на него байтили. Я думаю, послабее, конечно, Масаковского. Поэтому 2. 2? То есть, Ну, 2,5. ну, я думаю, Ну, я давай бы- 3, давай 3. Ну, ты свою 3 ставь, я поставлю тогда 1. Не, ну, в Средняя смысле, 2. смотри, когда ты Не, меня ладно, попросил на 4 дойти, я Смотри, пошел тебе навстречу. ты за ультиматум списываешься. Ну, он 20 лет, зачем играть? Ну, смотри, я сейчас объясню. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Ну, вот это, окей, Ну, не пошло. не пошло. Ну, окей. Как ты говоришь, моделька бежит. Да, вот Сложно третий попасть. фраг нормально был, ну, типа сильный. Тут вышел нормально. Тут, окей, в тело, там и в голову зачитало. Здесь ему помогли. Но вот это прям не очень был. Кроссфайр. Ну, 3 давай. Ты 3 поставил? Ну, 3, да. Ну, 3, да. Да, вот 3. Можешь 2 поставить, если хочешь. Да не, ультиматум 26 лет. Прикинь, 20 лет в Counter-Strike. 6 лет. Кто мог игрок сделать лучше? Наверное, мог. Ну, по хедшотам. По хедшотам. Не зафейлить стрельбу. Да. Ну, в целом, это всех касается, в любом хайлайте. Как вы считаете, хорошо ли игрок занял? Да, позицион, мне кажется, он сыграл да, он неплохо. по Как базе. раз таки он сделал эти фраги только из-за позиционки, поэтому... Все причем. Да-да-да. Тянет ли этот момент на игру кейсера с 20-летним опытом? Но, если честно, да, почему нет? Стас, Да. мне кажется, также играет сейчас. Ну, у меня такое ощущение, что если ты давно, ну, прям, хотя ему 26 лет, ну, то, что он всю жизнь играет прям в Counter-Strike с детства. Да по-любому. На широком выходит, адаптировался. Ну, наверное, играет так, типа, непрофессионально же. Ну, Хотя он вроде похож никнейм на игрока Liquid. возможно, его, кстати, показали. Так, следующий. Эрик Стабзи. 22 года, 19 400 премьер. 13 целых. Что-то вообще маловато, но Стаж 9 лет.
То, что я не в фокусе себя чувствую. Нет, я видел все, он Так. приятно сбрил троих. Ну это эко, что ли? Нет, Ну, форс. Так, Неважно, понимаешь, другие на эко не справились, а вот он по тушечке сработал плотненько. ну да. Ну что я могу сказать? Воспользовался преимуществом оружия, это точно. Это эко. С 4 с УЗИшки ты не убиваешь тело. Как вы оцените этот клатч? 1 в 5 всегда приятно, даже если это с УЗИ против пистолетов. 1300 эло даже, если... Да. Очень красиво сыграл, понял, что в хедшот не обязательно целиться, можно просто, так сказать, по тушечке сработать. Сложно ли выиграть такой раунд? Ну, наверное, не прям огромный, мне кажется, максимум 5%. Нет? Ну да, 5. 5% то, что ты выиграешь. Почему КТшники упустили такой легкий для себя раунд? Ну, ворвались, скилл. смог на банан, скилла, может быть, не хватило. Первый чел сдох просто. Первый чел не в договорились. тему. Ну, это пример, я не думаю, что они там в TeamSpeak сидят, разговаривают и дают плотную информацию, как на про-уровне. Поэтому, я думаю, в принципе, они и так уже молодцы, что они на эко-раунде довели до 5 в 1. Да. Уже, ну, следующая стадия Похвален, будет взятие мы- раунд. Молодцы. Следующий раунд это будет взятие раунда, понимаешь? Да. Ну, 2,5 я ставлю. 2,5, да. Ой. Двоечку даже, может быть. Так, сейчас мы разбираем Андрея Шелбу, 19 лет, 17500 в премьере и 200 элла на фейсите. Стаж 8 лет. 1 в 4. Под Б было 2. Уже режет, видно, что в фокусе. Так, Но он знаешь, на двигался F нажимай. нормально, смотри как. Оп. А если парни на 2000 элла так двигаются, ну куда я с авиком встану? Ты не понимаешь это? Смотри, он кидает, видишь, 1000, да? Да. Попроще надо ник, я даже засчитать не могу. КСР 2К. Вот этот распик по нестандартной микре. Прицел не туда ставишь, проиграл. Петя вычисляют. Ну, crosshair placement. Алло, люди. Нет, все, понятно. Ну почему он испортил так этот хайлайт, Холлер? Ну, если он с Ганом был бы, Да. вот этот пик. Всегда стою в щель, смотрю, чел на широком выбегает, и я промахиваюсь. Всегда. Походу все это делают. Качество принятия решения. Когда он проходил из мейна в сторону плента, он поздно открылся, повернулся на пончик, его могли раза В два-три. целом, он рандомил в каждом своем этом. Ну да. То А есть, рандомил ли он потому, что он понимал, либо он рандомил, потому что он не понимал, это мы никогда не узнаем. да, так. Ну, в общем, качество принятия решения точно могло быть лучше. Да, ну по стрейфам как минимум, то, что Да, он да. идет, что помогло выиграть клатч, но это везение, я думаю. Это чел, вот, который вышел с ножом. Да. Холлер ТВ. Потому что они, или как его чел, никто не смотрел, или парень боком ходил, пончику. Как игроку удалось промутиться в пончик? Ну, может, местами, конечно, есть то, что я смотрел, я отдал, чел с КТ взял, он уже побрызгал, Да, прошел. там такая информация именно и была. Потом они, наверное, разбор делали. Да, стоп. Почему этот мистайминг произошел? Ну да, не озвучил, чел громко, акцентированно просто. Выиграл бы он клатч, если бы он его не хотел зарезать второй КТшник. Ну, тут спорно. На самом деле, если он даже с Ганом был, На самом деле, ну, второй мог вообще никуда не идти, остаться в КТ, Да, не дождаться своих, не пустить Тёмку его. да, и сыграть как-то вместе. Но он сыграл, как уже сыграл, у него не пошло, он еще и нож зачем-то достал. Может, перенервничал, Да. знаешь, выбежал Может, и пуль не нажал на было. троечку. Может, пуль не было, да, и поздно об этом заметил. Ну, в общем, я думаю, что шанс бы точно уменьшился, потому что третий или четвертый они были красные, поэтому Да. там довольно-таки легко остается 1 в 2 уже в данном случае. Ну, как будто я бы максимум 1,5 поставил. Ну, двоечку можно. За его вот эти вот хотя бы такие попытки, Стейфики в мире. стрейфики. Да, давай. Двоечку, да, давай. Дэн Риос. 19 лет, 2000 элла, 5 лет стажа в игре. Классический парнишка. Диглы. 5 лет это Это вот в 19-м начал берлинский мейджор. играть. Да. Ну, так. Ничего не хайлайтит, так мы так не хайлайтим. Задвигал, что-то мы
Сколько менеджеров сыграли? Было хотя бы фраг с дигла там? У нас хороший. Ну, это пока что самый вот лучший был, который, мне кажется, из всех. Да. Не сказать, что типа люди ошиблись. Вроде стрейфят. По одному. Не летит ни одной дистрактящей гранаты. Вот, ладно. Ну, хотя бы попал. Вот, не простил, знаешь, за ошибки Не, сразу же. вот первое, это сразу бежит капитан. Эти стоят, боятся, он Да, думает, да. ну надо давить, вы чего? Бах. Улетел. Полетела граната, надо второму. Я размениваю, улетел. И тут уже чувствует себя неловко, потому что... Уже остался один. Уже все сдохли, надо типа его давить, что я крыса, что ли? Бах. Ну тут рандом. Это же рандом, когда вторая пуля так залетает? Либо вторую пулю ты контроль можешь? Ну, судя по тому, как он до этого 3 пули дал, боюсь, что это не рандом. Оцените этапы с дигла. Ну, Хорошие, сильные, прям да. сильные. Ну, чуть мне кажется, что это рандом, и в CS2 все так стреляют. Кроме меня. А в С дигла. CSGO люди целились. Сейчас вообще не целятся. Но все равно красиво. Сможет ли дать такие сложные? Да, очень сложно, мне кажется. Прям много играет на этом споту и постоянно берет дигл, только он, мне кажется, может вот так вот зарандомить. Просто рандомный челик, который не берет дигл, он никогда это не сделает. Есть такое? Да. Можно ли натренировать дигл до такой степени, чтобы такие раунды не были редкостью? Да, наверное. Я играл с Ты таким играл с человеком. таким, да, человечком. У меня не один такой был, который просто шли с диглом и все. Ну, наверное, Ну, 4 4,5 поставил. Да. я ставлю. 2,4, ладно. Масаковский пока пусть ведется. Но все равно надо смотреть, что это 2000 евро. Могли люди тоже получше выйти. Гранату какую-то на дистракт кинуть, понял? Да. А если уж они бегут на контакт, то хотя бы пусть они за руку друг друга возьмут и пойдут вместе на размен. Чтобы у него было меньше шансов по одному Ну, уровню. они пытались, в этот момент пытались договориться. Корни. Да. Так, сейчас мы смотрим Серегу Сегу. Это хороший ник. 26 лет, 2400 Элла. 12 лет, Что у них стаж, скажем так, за рулем. как у меня. Так, смотрим. Галилыч. Тхая нормально, сразу видно парень. Уже 2400, потому что... Nice rush, go out, be out, go out. Nice rush. Это базовый фейсет уже, я так полагаю. Это прям Судя по... уже карта классическая. Радар у него еще так настроен, смотри. Профессионально. По центру карты. Бомба лежит, что ж ты делаешь? Ну он так, одним глазком хотел. Все диглы. Не, ну, по движениям он нормально сыграл. Да. Тут уже умный КС. Да, он закрылся сразу же от типа в зиге, когда спрыгнул, понял? Ушел в дефолт. Дождался машину. Да, дождался машину. Ну, в принципе, все сделал довольно-таки Грамотно, но грамотно, не зрелищно. Но хороший раунд. Не прям жесткий клатч. Наверное, если бы на просцене было бы, это было бы жестко. Ну, если Ну на и сцене. вообще это жестко. На самом деле выйти с Б-дома и раскидать четверых, даже, мне кажется, на 2500 элла. Ну, мне 2500 прям мало. Ну, о чем ты говоришь? Подожди, у меня на 500 больше. Так, Скинули же элла, ты забыл? ну, так у Паши... У тебя 3000. Нет, с другой стороны, у Пахи было 2800 недавно. Ну вот, я про это и говорю. Не, у меня 3200, 300 уже. 300. Ну вот, видишь. А тут 2400 на 700. Они еще пишут, скорее всего, максимально свое. Сейчас у них по 1000, может быть. Нет, там же, когда какой-то элла не забирают. Какие навыки игрока помогли ему выиграть этот раунд? Так, ну навыки тут все можно перечислять. Ну, 12 лет КСа. Эрудиция, хладнокровие, смарт плейс был, жесткий кросс-хайр плейсмент, перемувал чела последнего. Психологическое у него преимущество было над игроком на машине, который решил его пикать. Не, ну видно, что человек как бы почти полжизни играет в Counter-Strike. Да. Не зря играет. То есть, Я думаю, он получил удовольствие от своего же хайлайта. да. Почему, имея большое преимущество в живой силе, игроки зачастую совершают глупые ошибки и чаще подставляются? Потому что хотят фрагов, Конечно. хотят просто... Прибегает, это обычно как бывает, прибегает какой-то третий, четвертый на хелпу, такой, оставите меня сейчас без фрага, Да. я сейчас одним глазочком, ну и все. Ну, чтобы игру там почувствовать и так далее, и в итоге дистрактить всю команду. Если у игроков есть имидж, они могут не пикать, но так двигаться, что ты боишься, что он сейчас пикнет, а ты не в позиции, и в итоге тебя самого же убивают. Да. Ну, тройка. Троечка такая, да. Уверенная довольно-таки. Так, следующий игрок Данила, Мус 300. Мус 300. 23 года, 12 тысяч, 6 лет. 12 тысяч в премьере, Фейс он не играет, 6 лет стажа. Вот это классная карта.
Вау, это хороший фраг был. Из CSGO есть такое? Это базовый вообще фраг. Там Вот все так, если честно, ползут. Блин, похоже, надо тоже дигл брать. Если уже... Бери. Ну, он отводится. Это не классический. Это парень с CSGO. А ты думаешь, сейчас много парней именно с CS2, которые только Не, в начали плане у входить? него механика такая, навестись в конце. Не рандомит. Понял, у него пускай плей. Медленный на под. Да, короче. в конце. Вышел. Что я скажу? 12 тысяч премьер. Я думаю, что... Это очень жестко для 12 тысяч. Ну, мне кажется, если честно, то его почему-то понизили. Он из-за, может быть, друзей, которые плохо играют, не может выбраться. Ну, либо редко играет. Либо редко играет. Хорошая наводка с дигла. Ну, не 1-5 это было вроде. Ну, окей. Помогло то, что игроки не договорились. Да не, на самом деле на нюке все хотят пикать из-за того, что там дистанция большая, понял? И все думают, Дигло. что они сейчас на неждан пикнут. Тут особенно вот этот вот пик с мейна. Все думают, что они сейчас на неждан пикнут и получают одну. Очень часто. Вот. Но на самом деле хорошо он сыграл. Он жестко размикрил их, на самом Ну, деле. вообще не 12 тысяч. Так заходишь, Да, своей да. уверенности набраться, Ну, и то такой есть, парень попадает. Если... Ну, вот вы теперь понимаете, как люди играют, то есть вот на 12 тысяч премьер вот так вот стреляют, то на проуровне как вообще? Сложно. Представляешь? Представляю. Тяжело на проуровне. Так, какие аспекты игры вы посоветовали бы улучшить этому игроку? Да никакие, просто развивайся. Вот даже там непонятно, что улучшать, Да, уже да, все четко Все сделал. четко сделал. Я точно ставлю 4,5, короче. 4,5? Да. Ну, я поставлю 4, только потому что 12 тысяч примера. Было хотя бы 15, либо там 2000 элла. Просто 12 тысяч это прям как-то малость. Так, смотрим сейчас Даниила Лофе. 21 год ему, 1700 ЛО. Фейст. Получается, полагаю, что мы будем смотреть с Фейста, потому что премьер он не играет. Стаж всего лишь 7 лет, новенький. Так, поехали. И он не знает, что Аня Кол. Это новое поколение. Трейнов. Я не знаю. Трейн, мне кажется, знает. Ценца большая, я так понимаю. Так, понял, что можно бесшумно стрелять. Они все распикивают. Ну вот я скажу тебе так, что вот, мне кажется, у того, которого мы предыдущего смотрели 12 тысяч премьеры, наводка была лучше. Конечно. Просто higher placement. Когда он второй. Может быть, я ошибался? Да. Ну, сейчас бомба закрытая, ушел сюда. Потом понял, что бомба закрыто, вернулся. подошел поближе. Так, ну тут уже понятно. Это что сделал, чувак? Молодец, наказал их за ошибки. Да, респект. Как игрок так жестко промутился на Б? Бомбы не было на карте нигде, я вообще не понял этого прикола, почему не было. Почему никто не смотрел Б, если бомба у него в руках? Мисс-тайминг какой-то. Опять Да, попал. опять лютый мистайминг. Не договорились. Он не, ну, Но он не жестко промутился. да, он не просто жестко промутился, повезло. КТ не сделали ничего в данной ситуации. Правильно ли он сделал, что пошел в КТ в ситуации одинокие, еще были варианты розыгрыша? Мне кажется, он мог уйти просто обратно в мейн спокойно на бомбу. Бомба стояла на Да. в такой Ну и позиции. все дуэль с одним игроком, и потом 1 в 1. Да. Ну, вообще туда уходить как будто самое бесполезное. То есть КТ они понимали, что он находится либо в темпле, либо на прямой, но чел достает мольк, что прыгает, хотя мог выжечь себе эту тупую. Ну, то есть вся инфа была, КТ виновата. Что не хватило КТ для победы в раунде? Наверное, как это? Хладнокровности, Ну и коммуникации, понимание. понимание игры. Да, это И мягко так сказать. и микры еще не хватило. Ну, то есть всего по чуть-чуть. Двоечка. 2-2. Кирилл. Фактор. 150 пинг-плеер. 14 лет, 900 элла. 3,5 года стаж. Оверпас. Это по лайнапу, да, какая-то? Узиха. Красный. Был тяжелый фраг. Правильное решение. Там снайпер, он улетит с пули вообще. Всё. Да, вот. Без такой шансов. вот последний.
Ты видел пулю? Нет, там сумасшедшая была. Ну, 150 пинг. Сразу видно. А, это со 150 пингом играет, да? Ему 12 лет, 14. А с какого города? Что у него 150 пинг? Наверное. Владивосток. Нет, там больше должно быть. Но даже все залагало, если честно. Это как он так в ладе прошел? КС есть такое, захотелось поиграть? Поклатчить. Большинство игроков 150 пингом уже бы мышку отпустили, но он садится, выживает. Блин, ну солидный был вот этот фраг. Ну, это оценивать должен Жека, он как снайпер. Я как снайпер скажу так. Мне кажется, что моментик так себе. Игроки вообще за КТ, если честно, как будто бы по стенам стреляют. Есть такое, но я не знаю, для 14 лет 900 Элла 8... Не так, ладно. Для 150 пинга 90 FPS старше 3,5 года как будто солидно все равно. Ну, я скажу так, я видел людей, которые за 5 лет так в КС научатся играть. Кстати, арт вроде. И даже профессиональных игроков очень много. Да. Ну, им еще надо школу совмещать, расти и так далее. Поэтому, ну единичку, наверное, можно поставить солидно. Ну, 1,5 давай, чтобы не обидно 1,5, было. да. Ну, Из-за cool чего это так, вообще. игрок так много промахивается. У него даже в нике стоит причина, почему он промахивается. У него 150 пинг. Что ему потянуть? Ну, Наверное, ему будет сложно точно выбираться с низких левелов фейса, потому что у человека 90 FPS и 150 пинг. Да, условия невозможные, наверное. надо переезжать, компьютер, зарабатывать на компьютер. В 14 лет. Чуть повзрослеть и дальше гриндить. Потом уже поздно может стать, понял? И никогда не поздно. Вот Керриган 33 года. По идее, можно и 27. Ты так говоришь, как будто он вот года 3 назад появился только в КСе, о нем никто не знал. Дело все в мотивации, как говорится. На самом деле нет, есть такие примеры, как, наверное, больше Оскар. Он до 25, до 26 лет, может, до 24 он не играл вообще, типа... В ПЛ пробился и там, да, начал? Да. Поэтому никогда не сдавайтесь, ребят. Так, сейчас мы смотрим Романа Асталависту. Угу. Вот это хорошо. 18 лет, 18 тысяч на премьере, 1100 эло на фейсе. Нет, 1134 он написал. Прошу прощения. Стаж 3 года. Еще меньше, чем у предыдущего игрока, но, заметь, эло уже больше, на 234. И параллельно он успевает совмещать еще и премьер. И у него еще пинг не 150, скорее всего. То есть человек плотно гриндит. Поехали. Ну все, он профик. Вив модул сразу профессиональный, бразильский. Нет, это имеймы. И смотри, как он двигается. Он, походу, на новой клаве вот этой не останавливается. Увидел? Просто реактивный какой-то. Да не, все. Не, ну видно, что... А сколько ему лет? Я забыл. Сенса большая. Ой-ой-ой, это что было? Он арбуз просто вырубил. Так а как он так заспрейл префайром? Ты гений? Да. Смотри. Мне кажется, он перенервничал. Двигаются что-то люди вообще, как будто в моей голове они прям там в стены врезаться должны. Но они все открываются всегда на широком. Да. Как оценим спрей игрока-то в этом моменте? Стоит ли ему тренировать более усиленно, либо уже все? Ну, блин, если честно, для 3 лет стажа, 18 лет, не все потеряно. Надо Элла, правда, апнуть, это не солидно. Почему игрок в коннекторе пикнул и вышел на спрей соперника? Он хотел прочекать второй раз, дефает тип или нет, наверное. На самом деле тип грамотно заспрейл. Я удивился, понял? Если он это сделал целенаправленно, то это довольно-таки неплохо. Понял? да. Потому что человеку точно надо второй раз чекать. Ну да. Но я не думаю, вот когда так начинают спреять, ты уже на автомате, да, ты не можешь не выйти. Мне кажется, если ты нажал кнопку, ты можешь не успеть просто нажать другую, понял? Да, Потому это что в правда. этой игре не моментально же ты остановишься в прошлом. Поэтому пикнул, потому что надо было проверять. Дефуз.
Вот, а тот его еще спушить Сейчас. мог. Чего не хватает игрокам, чтобы не проявить подобную игровую ситуацию? Ну, мы уже повторяли 1000 раз. Опыта, Всего скилла. не хватает. Наверное, ребят. скилла в большей степени. Ну, все это объединяется под словом скилл. То есть психология и так далее. Двоечка. Ну, пусть будет двоечка, да. Двоечка. Егор Аква, 15 лет, 1600 эла, 2 года стажа. Я вот хочу заметить, ты пример не играешь, не пример, а премку. Я иногда захожу там втроем. За нас люди в разы хуже, чем вот эти люди. Если они так не открываются за нас, когда играют. Если кто с нами вообще играет, это вообще 500 эла челы какие-то. Тогда, но у них зато показывает там 2500, Да, 3000. либо они так сильно волнуются, что они прям по кнопкам мешают. Потому что тут люди хотя бы мышкой воют. Смотри, у него хорошие довольно-таки. Ты думаешь, у нас someone софтом? У нас сам У нас someone софтом? Я просто забыл, как это по-русски. Не, ну тут солидно. Смог плохой, справа гэп. Надо Но было под молик стенку. дал сразу же под это, понял? Оп. Ла-ла-ла. Не, ну это young talent сразу же видно. То есть человек... Ой-ой-ой. Не, вот нормально. Хорошо, это Вот. прямо четверка. Пусть и хоть Да. 1 в 3, но он пошел, допроверил, понял, лобби, Он спирит, аватарка у него еще. спирит, Из атака, Академии фана, может да. быть какой-нибудь. Хорошо, что принимают участие в Virtus.pro конкурсе. Так, оцените я им игры в данном клатче, как его необходимо развивать. На целом он все без ошибок. Кроме распика медла, но, скорее всего, он распикал, потому что если он бы все распикал четко, потерял бы время. Поэтому так, на шифте все распикал. А им классно. Хорошо ли он используется гранатами? Да нет, мог Нет. лучше, как ты уже подметил. Да. Там типа лайнапчики покажем, потом пусть напишется в Да, Инстаграм. да, вот в следующем видео буквально Жека планировал. Да, на Мираже, правда. Почему КТшки решили сыграть по одному в ситуации 1-2, взрыв, смог и молик? Ну, это уже к ним вопрос. На эффект, наверное, не ожидали. Не договорились. 1600 элла все-таки надо брать это в расчет. Ну да, ну и первый игрок, что он думал? Он думал, молик ему пролетел по-любому за спину, он подумал, ну все, меня не считают, он будет до конца ставить, поэтому ворвался. Да нет, наверное, он мог из Гвардиана топал, Ну, потому что заранее мне тоже так пустилась кажется. бомба. Мне тоже. Он с Гвардиана, наверное, бежал, просто на Прыгнул всех и- парах прыгнул, смог, просто не пошло, так сказать, и все. Короче, ошибки опять от КТ. Да. Вот и все. Любой клатч – это ошибка вашего соперника. Абсолютно любой. Любое преимущество. Очень мало клатчей, где Тер все сделал так, что у тебя даже не было шанса. 4? Ну, по стрельбе только, вот, по мувам. Ну, 3,5, что 3 фрага всего лишь. Ну, 3,5. И первый в бок, и второй смог, типа с ножом. 3,5. Так, сейчас мы будем смотреть Матвея, Intricate 666. 15 лет ему, Вот это тоже вот это 2000 элла и 2 года. перспективно. Вот это перспективно. Да. Сейчас будем оценивать его. Да не, все. Вот это пока лучше чел, мне кажется. По 2 стрейфам понятно. Нулевой. Первый, второй. Да не, все. По стрейфу первым понятно было. Это инсейн. Мне нравится, что люди сейчас не целятся. Да, просто бегают, стреляют, понял? Да. Так, ну что я могу сказать? Я в шоке. Ну, 4 минимум. пока. Оценим стрельбу с Глока, ну молодец, 4,5. Вот по стрельбе 4,5, наверное, оценим. Хорошо попал. Пятому Да, вообще да, дал да. какой-то инсейн. Жестко. Молодец, красавчик. 15 лет, перспективный. Я думаю, может 2 быть. года всего лишь играет в КС. Представляешь? Да, по-любому. А я играю 20 лет. Сколько Для тебе? чего? Тебе 25. А? Тебе 25. Для чего? Зодиан спросит, для чего? Чтобы играть на просцене и получать удовольствие. Или ты кайфуешь с клатча, когда берешь? И Конечно, можешь выиграть кайфую. Я раунд. кайфую не только с клатча, а в принципе с игры, поэтому... Почему игрок так сильно дергается специально? Большая сенса дает ли такой стиль стрельбы что-то? Ну, в CS2 это единственное, как можно стрелять с блока. То есть модельки очень быстро двигаются, и что сейчас пошло с блока, люди спреют просто на рандоме. Очень редко, когда тебе нужна такая наводка медленная, как у того парня с дигла. Такое больше накидочка, как здесь говорил. Что помогло ему выиграть такой клатч? Ведь сопы... Копы, похоже. А что такие? Опы. А кто Опы. такие сопы?
Спецназ, в общем, пушил его со всех сторон. Вот что им помогло ему, Лэн? Ну, стрельба, хороший микроконтроль, то, что ему 15 лет, быстро нажимает на кнопки. Хорошая реакция, 2 года, понимаешь, он играл, значит, он еще в жестком фокусе каждый момент отыгрывает. Ну, он еще, да, ему прям прикольно прыгать, там что-то. Да. Каждый фраг он получает удовольствие. Согласен. Так, сейчас мы будем смотреть Алпамыса Акылбаева под никнеймом Алпа. 29 лет ему, рейтинг 15 тысяч, премьера. 4 года играет раз в неделю, чтобы отвлечься от работы. Это наше поколение. Прекрасно. 11 Он сразу это написал, чтобы мы его строго не судили, понял, что он просто отвлекается от работы. Куки-бой. Кунибой. Так. Давид решил посмотреть. Тут чел топает. Так это я решил запушить. Нет, даже не ок, снежки. Это я. А, нет. Был снайпер. Что я могу сказать? Как оцените игру АВП в этом моменте? Ну, тут база была, ни одного такого. Даже у того парнишки 150 пинга был какой-то прикольный фраг, последний. Тут грамотное распределение фокуса, позиционная игра с авиком и хладнокровное отношение в клатче 1 в 1. Вот, поэтому все четко. Была ли удача в моменте, когда в него не попали ни пули с 10 хп? Ну, всегда в каждом элементе игры есть удача, элемент удачи. Но как он нажимал в этот момент, мы не знаем. Может быть, он все четко нажал. Мне кажется, это была, да, удача. И только за счет удачи, на самом деле, и выигрался этот клатч. Зачем КТшники так безумно начали пушить игрока с АВП? Бывает ли такое в проматчах? Да, бывает. Вообще бывает, особенно на меня. Это как будто бы база. Хотят загнать меня, типа, самоутвердиться. Как мы уже заметили во всех хайлайтах, все пушат. И из-за этого даются раунды. Вот и, и все за атаку, ни одного за КТ. Ну да. За КТ как будто... Только вот тот на Дасте, помнишь, с дигла? Ой, на Эншенте. Да-да-да. Ну, 1,5, наверное, мне кажется. Пусть будет 1,5, да. Следующий игрок Владимир Skywalker. 29 лет, 17 тысяч в премьере. 13 лет. С 13, то есть 13. Играет 16 лет. Да, еще больше. И является фанатом 20-летнего стримера. Либо это он Skywalker, у него никнейм взял. Ну, сразу видно киты. Прицел фишечный, сразу видно. Киты Хае. У меня, кстати, был сегодня сон, что ты с ПД-1000 всех убивал. Ты намекаешь на то, чтобы я поставил по 2000, я не могу отказаться от этой идеи. Ну, я реально, типа, ты... А что ты молчал? А я только сейчас понял, когда по 2000 увидел. Вот именно ты... Я такой всё. думаю, что, может, это 1000 взять? Увидите меня на Риаде с по 2000 получается. Да, благодаря Skywalker моему сну. Так, ну я... А, он еще задефузил, стой, подожди. Да, это 1 в 4. Ну все, я понял, как ты прошел. Ну, хороший хайлайт. По пулечке, всем красиво. Прям такой нужный хайлайт, который нам понадобился сейчас вспомнить твой сон. Да. То есть я бы даже 4 даже за это бы поставил ему. Мы 4 ставили... Ну, тут по пульке он дал 4. Ну, по 4, да, окей. 4. Вообще сейчас в начале CS2 много его брали? По 2000? Да. Да, прям. Потому что он был более... Потому что, короче, ты раньше бегал и мог спокойно стрелять с него, понял, с по 2000. А сейчас? Ну, сейчас же что-то там пофиксили, все равно вот эти стрифы, понял? Ну, вообще, аптеки, не с аптеки. экстра пуля есть еще. Вот это да, она вот именно решает, вот эта экстра пуля. Ну, если когда спреешь по Особенно, типам... когда ты с юспа стреляешь 5 пуль, а с по 2000 в этот момент 10. Кто играл с ПД-1000 в твоей команде? Guardian? Simple. Ну, Simple совсем так брал. А так в целом Guardian? Бумыч. Было Бумыч. дело. Да все играли. Все играли. В Cloud9 у нас, помню, время было, мы, по-моему, в Сиднее все играли вообще с по 2000. Ну, я тоже играл в тот момент. Но с Юспиком в итоге, когда чуть стрельбу подкачали, все, Юспик стал популярным. У этого игрока был очень большой пинг. Приходилось ли вам играть с таким пингом настолько? А, так это еще и с высоким пингом. У меня была история, то, что я в Новороссийске играл,
У меня вообще спайкало до 130, то есть когда я начинал, у меня был пинг 50 где-то, а потом стал 120, где-то 130, пока у меня не было оптоволокна в частном доме, на этом телефоном сидел, поэтому я вообще из каких-то диких условий вышел. Классно. Это хорошая история. А у тебя? У меня тоже пинг не маленький был. Ну, ты в компьютерных клубах, правильно? Да, я больше, наверное, в компьютерных клубах тренировался, чем нежели дома. Поэтому, ребят, компьютерный клуб Абай. Имя Ярик Кроппекс. Ярик. 23 года, ему 15 тысяч. В премьере стаж 3 месяца. Я в это не верю. Сразу же тебе скажу. Но давай посмотрим. Ты в это вообще поверишь когда-либо? Ну, это либо супер талант. Прям Сейчас посмотрим. самый лучший игрок. Так он может после Донка, понял? Донк... Нет, так он лучше уже будет. 3 месяца человек играет. Не, он- Человеку 3 месяца понадобилось, чтобы до 15 тысяч Ну, дойти. прикинь, он играл в другой шутер, увидел, как Донк разваливает и решил перейти. И уже вот такие гранаты кидает. С скинами уже. Не, ну... Нет, не 3 месяца стажа. Не, я и могу поверить, если честно. Ты можешь? Он тут не умственная деятельность никакой нет, просто побежал вперед. Да, но суть в чем, смотри, в том, что он успевает все нажимать, понял? То есть, Думаешь, так из других шутеров, когда приходишь, ты так не можешь? наверное, за 3 месяца? Так? Ну нет. Невозможно. При том, что, прошу прощения, 23 года. Какой шутер? Ну, он бы, наверное, написал, что он играл в какой-то шутер до этого. Ну да. Тогда ставим единичку за ложь. Ну как, вот смотри, вот, к примеру, с какого шутера он мог прийти? С Call of Duty, конечно. У нас Warzone сильно развит вообще, типа. Ну, И Warzone по механике похож с Counter-Strike, что ты за 3 месяца, будучи про-игроком в Warzone, Но вот так русский- легко можешь перейти в Counter-Strike по сути. ну вот русский мясник, да, возьмем его. Он, все, что у него есть, наводка, да, он во всех играх-шутерах он всегда хайлайтил. Вот. Он будет так же работать. С Valorant пришел, прикинь. Ну, Valorant всего сколько? Ну вот он там 4 года. наводку потренил, пришел, увидел Донк, бай-бай, сделал хайлайт. Так он нет, смотри, начал я скажу тебе контр-нажимать. так, тот, кто начинает играть в Valorant, они не переходят в CS потом, вот в чем дело. Нет, ну он Не, же это- изначально с CS ушел в Valorant. Не, А здесь у человека всего 3 месяца. Ну, 3 месяца, думаешь, мало. Это Это форму даже не набрать, да? 3 месяца, Primal. ты понимаешь, это июнь, июль, август, все. И вот он за вот эти 3 месяца вот так вот бежит и гонит людей. Не, ну да. И знаешь, что его выдает? Это 15 тысяч премьера. Он бы вначале откалибровался на очень мало, Ну да. и потом ему за 3 месяца не хватило бы. Ну, Если либо бы он он- написал хотя бы 9 тысяч, было бы, ты бы поверил. Ну, возможно, да. Поэтому, я не знаю, надо ли оценивать. Ну, либо он просто играет сутками. 25 часов в сутки. Окей, смотри, по 10 часов он играет, умножаем 904 часов. За 1000 часов можно так? Нет, точно тебе говорю, что нет. Ну, я как бы играл с людьми, у которых там 1000 эло, У понимаешь? меня был в команде Санджи, у него было 4,5, когда он в авангард пришел. Смотри, давай он с так. 1,6. Смотри, давай так. А может, он играл в CS 1.6, и 3 месяца он подумал, что CS 2? Смотри, я играл с людьми, которые играли на про-сцене, но давно в КС не заходили. И они так не смогут загнать людей. И ты хочешь сказать, человек за 3 месяца вот так вот уже играет лучше, чем люди, которые когда-то играли даже в КС и понимают, как она работает? Ну, и смотря на хайлайты, что-то все стрефят жестко, будучи 900 цело. Вот, да, тут вопрос. Я не знаю. Ну, все стали просто хорошо играть. Я рад за них, если честно. Да, молодцы. Мы только к оценке пришли. Да. Ну, аналитика у нас серьезная. Короче, ну мы уже оценили. Хорошо он сыграл, на самом деле. Быстро пробежал, быстро стреляет. Хорошая наводка в данном случае. Действовал он правильно. Есть такие пуши. Гранаты, ну, в зависимости от идеи, наверное. Можно и без гранат, можно под гранаты. Можно под минимальное количество Да, гранат. можно втроем. Можно в десятером, хоть там без разницы вообще. Насколько большого прогресса достиг игрок за 3 месяца игры в КС, что посоветовали бы ему развить? Блин, ну за 3 месяца он очень классно развился, Ну если да, честно. Мне кажется, обманули. Я, конечно, не верю про 3 месяца, но если действительно 3 месяца, то прям респект. Да. Тут просто люди, 3 года, понимаешь, 644. 3 года 644. Да, в детстве играл в 1.6 и Source, понимаешь, и 644 евро за 3 года.
А здесь за 3 месяца. Ровесник его, да. Нашу редактуру обманули наглым образом, поэтому... И победителем становится Матвей Интрикейт 666. Ты выдал нереально красивый хайлайт. И получишь мерч с турнира EWC. Спасибо всем, кто прислал свои хайлайты. Мы увидели, что среди наших болельщиков очень много скиллованных игроков. Присылайте дальше, мы также можем отсмотреть и разыграть некоторые подарки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, болейте за медведей. Вперед!